GTA Vice City для многих стала первой игрой серии или же той игрой, которая запомнилась благодаря своей красивой и яркой атмосфере. Солнечный Vice City, в который хочется возвращаться снова и снова, даже спустя много лет. Вот только та игра, которую мы полюбили в детстве, с годами не стала лучше. На фоне новых частей GTA и других игр сейчас в Vice City можно заметить много изъянов и недоработок. Однако это не повод относиться к ней хуже, ведь это уже классика. Этим видео я хочу помочь этой прекрасной игре стать лучше. В первую очередь, чтобы в нее можно было комфортно играть даже сейчас. Я не собираюсь делать из этой игры солянку из сотни модов, моя цель придать оригиналу игры более свежий вид, при этом оставив все так, как и должно быть в оригинале. Поэтому, если вы любите кислотные ENB моды и безумные карпаки с современными тачками в игре, чей сеттинг это 80-е годы, то это видео вряд ли вас заинтересует, но быть может вас заинтересуют другие мои видео, где я прокачивал San Andreas и GTA 4. Данное же видео заинтересует именно тех, кто любит и ценит именно оригинал и ту атмосферу, что пытались нам передать в далеком 2003 году Rockstar. А я лишь подчеркну эту атмосферу с помощью модов и постараюсь сделать так, чтобы и сейчас в наше время можно было с комфортом играть в Vice City. Устраивайтесь поудобней и давайте уже начнем. Как всегда, я начну с самого важного, это программы, без которых моддинг будет невозможен. Essentials Mod Pack – это целый пак модификаций, которые призваны исправить ошибки и недоработки оригинальной игры, сделать комфортное разрешение для современных мониторов, зафиксировать частоту кадров на отметке в 60 FPS. Также есть мод для корректной работы геймпадов и другие. Но что самое главное, в этом паке есть Clio библиотеки, загрузчик скриптов и мод-лоудер. Сюда же можно добавить и Open Limit Adjuster. Без данного мода не будут работать многие другие модификации. Он снимает большую часть ограничений игрового движка. Его установка обязательна. Что ж, давайте немного улучшим управление, а точнее сделаем его более удобным и привычным. Оно, как известно, в Vice City и GTA 3 немного отличается от той же GTA San Andreas и последующих игр GTA серии. А именно, нельзя вращать камеру вокруг главного героя, а также транспорта. А это, согласитесь, весьма неудобно после современных игр. Есть решение данной задачи. Имя ему Classic Axis. Эта модификация делает камеру свободной по отношению к главному герою. Теперь ей можно вертеть в разные стороны. Это гораздо удобнее и более привычно, а то с закрепленной камерой, как в оригинале, и до головокружения всегда было недалеко. Также этот мод добавляет индикатор здоровья NPC, как в GTA San Andreas. Если же он вам не нужен, то его можно отключить, прописав в ini файле мода в данной строке false вместо true. Но еще нужно исправить ситуацию с автотранспортом. В этом нам поможет мод, который портирует камеру из GTA San Andreas прямо в Vice City. Теперь для транспорта камера станет свободной, как и в San Andreas, и можно будет с легкостью смотреть по сторонам и любоваться видами транспорта и будущих красот, которые вы увидите дальше. Далее по списку нужно немного оптимизировать трафик. Real Traffic Fix сделает движение автомобилей NPC более плавными, без резких поворотов и перестроений. Теперь авто будут двигаться по городу более аккуратно. А также NPC будут поворачивать колеса при поворотах. Ранее просто поворачивался корпус авто целиком. Мелочь, но выглядит приятнее. Настроить многие игровые параметры поможет отличный скрипт под названием MixSets. С помощью него можно изменить параметры графики, параметры автомобилей, дистанцию обзора, лоды, некоторые элементы интерфейса и многое другое. Рекомендую с ним ознакомиться. Возможно, вы замечали, что в Vice City переключать радиостанции можно только вперед, и если вы вдруг пропустите нужную радиостанцию, то придется переключать вперед до нужной. Мод Radio Change Down Fix исправляет это, и теперь можно листать радио как вперед, так и назад. Настало время заняться обновлением объектов карты и окружения. Скажу сразу, вы не увидите огромных текстур паков с супер 4К текстурами, они здесь просто и неуместны. Что изменится от супер четкой текстуры, натянутой на квадратную коробку здания? Правильно, ничего. Первое, что я решил добавить из окружения, это неон. Vice City Neons – это отличный мод, который добавит неоновую подсветку для зданий. Этот мод отлично вписывается в сеттинг игры и на 100% дополняет его. Неон портирован из Vice City Stories, поэтому это выглядит максимально... Заебись, четко. Теперь в ночное время Vice City будет еще больше радовать глаз обильным количеством неоновых элементов, тем самым делая город более ярким и антуражным.
ПК-версия Vice City имеет значительные отличия в различных мелочах от своей PlayStation 2 версии. Чтобы это немного исправить, я решил вернуть в игру частицы из PS2 версии. Благодаря этому мы получим воду из PlayStation версии, она, к слову, выглядит более симпатично, на мой взгляд, чем в ПК-версии. Также получим немного измененный огонь. Частицы в виде листьев на асфальте, правильные газеты Vice Voice вместо газет с зомби Элвисом, а также другие менее значимые детали. Когда я только начал искать моды для Vice City, я думал, стоит ли трогать оригинальную растительность. Вроде она выглядит неплохо для такой старой игры, но потом я все же решил, что стоит ее обновить. Как оказалось, на Vice City не так много качественных модов на новую растительность. Но мне удалось найти весьма неплохой мод, который отлично подходит под общую атмосферу. При этом не выделяется на общем фоне. В отличие от оригинальной растительности, новая отличается высоким качеством, а также она с MIP маппингом. А что это собственно такое и зачем, это я расскажу чуть позже. Сижу, монтирую видео и понял, что забыл сказать важный момент. В этом моде на растительность новый файл Generic. В нем находятся HD текстуры газона, дорог, тротуаров и еще большое количество текстур в высоком разрешении. Так что помимо растительности мы получаем еще и приятные бонусы в виде новых текстур. Нельзя так просто взять и не улучшить оружие, точнее его визуальную часть. Поможет в этом Atmosphere Weapons Pack. Модели обладают хорошим качеством, выглядят как и свои прототипы из оригинала, и так же как и оригинальные модели почему-то местами утопают в персонаже. Но выглядят значительно лучше, а также в этот пак входят и новые высококачественные иконки оружия. Также я подготовил для вас улучшенную версию Tommy Vercetti. Модель и текстуры переработаны. Tommy выглядит теперь значительно лучше оригинала. Одежда также выполнена в более высоком качестве. Транспорт. Я до последнего хотел использовать Карпак с крутыми моделями в стиле 80-х. Сами модели там отличного качества и хорошо подходят под время игры. Но поиграв с ними какое-то время, я понял, что это что-то не то. Когда ты привык видеть в этой игре определенные модели, и тут вдруг появляются совершенно иные, похожие, но не те, что были, мозг отказывается ассоциировать их с Vice City, и возникает странное ощущение, что это дешевка. Но ведь что-то же сделать с транспортом нужно. Вариант был один. Нужно оставлять оригинальный вид, но хотелось бы как-то сделать его лучше. И я нашел исправленный вариант транспорта из Xbox версии. Там, к слову, он не выделялся супер улучшениями, но был более проработан по сравнению с ПК версией. А в данном моде ко всему еще и исправленная мододелами версия. К примеру, здесь улучшены колеса, они более круглые и разнообразные для каждого типа авто. Также здесь 3D двигатель вместо обычной текстуры. Чуть лучше детализация и много других изменений, о которых можно узнать на странице мода. Как насчет травы? Ну что вы, я не об этом, конечно же. Речь о траве, которой в Vice City просто нет. Да, скажете вы, есть газон, а точнее натянутая зеленая текстура, чего ранее в принципе было достаточно. Но порывшись на просторах интернета, я откопал кое-что интересное. Вот она, 3D трава для GTA Vice City. Эта растительность, на мой взгляд, весьма неплохо смотрится вместе с модом на новую растительность, точнее на пальмы, кусты, деревья и прочее. Они дополняют друг друга. Но еще лучше это будет выглядеть дальше, ведь мы с вами уже подошли к графическим исправлениям, а это значит, что настоящая красота начинается прямо сейчас. Вот мы с вами подошли к самому интересному, к графике. Именно эту немаловажную часть я оставил на финал, чтобы вы могли отчетливо увидеть, как графические модификации влияют на восприятие всего в целом. Но как бы это и понятно, еще бы графика не влияла на общую картину. Это целый пак, который я собрал. Включает в себя он новый радар, новые высококачественные элементы меню, новые элементы HUD, новый вступительный экран, новые загрузочные экраны, которые вы теперь будете видеть во время загрузки. Даже надписи с обозначениями мест событий из вступления тоже в высоком качестве. В общем, заменены все основные элементы на более качественные, отчего игра заметно помолодела и стала более приятной для игры. Но это еще не все, так как кроме элементов интерфейса нужно поменять еще и шрифт на более качественный. Как раз такой у меня есть на примете. Теперь все элементы интерфейса стали значительно лучше. Игра скинула лет так 10, но это еще не все, ведь далее я займусь графикой, про которую говорил ранее. Настал важный этап – обновление графики. Это крайне важный момент, который повлияет на всю проделанную ранее работу. И накосячить здесь никак нельзя. Конечно, сделать из этого вот это не получится.
На кой надо? Но нам это и не нужно. А вот слегка обновить визуальную составляющую, сделав упор на оригинальную атмосферу игры, еще как можно. SkyGFX выполнит эту задачу на 100%. Он отлично подчеркнет солнечную атмосферу Vice City, добавит сочности к холодным тонам и еще добавит много всего полезного для визуала. После его установки играть станет значительно приятнее. После установки SkyGFX вы сможете наблюдать вот такой мутный эффект. Это как если бы я вышел на улицу без очков, только эффект был бы сильнее. У кого не очень хорошее зрение, поймут, о чем я. Так вот, такой же эффект будет в игре. Чтобы его исправить, устанавливаем мод под названием Острые тропы. Sharp Trails. Он как раз исправит эту проблему, и горизонт вновь станет. Заебись. Четко. После улучшения графики нужно что-то сделать с дальностью прорисовки, и ничто не поможет в этом лучше, чем Project 2DFX. С помощью этого мода прорисовка выйдет на новый уровень. Дальность обзора теперь сопоставима с новыми ремастерами от Grove Street Games. Главное, чтобы в остальном она не была похожа на ремастер от Grove Street Games. Ну а если по делу, то это просто отличный мод, с помощью которого при желании можно наблюдать всю карту. С ним игра выглядит значительно современнее и в целом выглядит просто отлично. Также он очень легко настраивается, дальность регулируется, в общем, я думаю, вы разберетесь. Нет. Финальный мод на сегодня – Vice Mips. Это плагин, который добавляет возможность использовать текстуры с MIP уровнями для GTA Vice City. Вдаваться в подробности я не буду, кому интересно, загуглите, что это такое, инфы очень много. Если вкратце, то при использовании текстур с MIP уровнями без этого плагина можно наблюдать зерно вдали от игрока. Это не критично, но выглядит как-то это странно, что ли. Этот же плагин сглаживает это зерно, делая изображение более приятным для восприятия. В общем, если будете использовать большую часть модов из видео, то ставьте этот мод. На этом мой апгрейд для GTA Vice City завершен. Можно ли было сделать лучше? Возможно, да, а возможно и нет. Что думаете вы на этот счет? Напишите в комментариях. Как мне кажется, вышло отлично, ничего лишнего. Подтянуты многие элементы, стиль игры сохранен полностью, а это значит, задача выполнена. Я рад, что любимая игра детства выглядит так хорошо. Даже спустя столько лет в нее можно будет комфортно играть благодаря модам. Ссылки на все моды вы найдете в описании, в закрепленном комментарии под видео, а также в моей группе ВК, которую также рекомендую всем посетить, кому интересен мой канал. Но это еще не все. Я ведь также подготовил еще и сборку, где есть все моды из видео. Ссылка на страницу с информацией, как скачать сборку, будет в описании. Спасибо, что смотрели это видео. У меня же на этом все. Увидимся в новых.